Привет, трейдеры! Меня зовут Данила. Профессионально торгую акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже более 7 лет. Учился у профессионалов с опытом более 20-25. У меня на канале вы не услышите такие фразы, как голова плечи, флаг. Для этого есть книжки по техническому анализу, но лучше не забивайте себе голову. Я научу вас пониманию рынка. Вы будете точно знать, где входить, с каким стопом, как сопровождать сделку. Как правильно выходить из сделки и много другой полезной информации как для новичков, так и для опытных трейдеров. Я буду регулярно записывать видео с обучением, с разборами. Все, что вы сегодня услышите, любые термины и так далее, будут подробные разборы. Трейдинг я люблю сравнивать с покером. Правила очень простые, но сев за стол, скорее всего, встанете вы без денег, потому что за столом сидят профессионалы, а профессионалы просто так со своими деньгами не расстаются. Чтобы забрать хотя бы часть, нужно самому стать профессионалом. Поэтому все, кто вам обещает начать зарабатывать через 2-3 недели, просто побыстрее убегайте от них. А, 10% успеха– это теория. Все остальное– это дисциплина и опыт. Только с опытом вы начнете зарабатывать деньги. Итак, перейдем к обзорным трейдам. Скорее всего, половину вы не поймете, но просмотрев будущие уроки 5, 10, 15 штук и вернувшись к первому видео, без моих комментариев вы будете понимать, что происходит. Так, а теперь очень важно. Моя мотивация здесь– это ваши подписки, лайки и комментарии, на которые я буду обязательно обращать внимание. Все, переходим к трейдам. Это мой рабочий график, двухминутный таймфрейм. Большая часть сделок у меня проходит по нему. Я использую всего два индикатора. Объемы, 5% случаев я обращаю на них внимание. И средние скользящие, 200, которая наиболее сильна, когда горизонтальная, 20 и 8, которые наиболее сильны, когда акция находится в тренде. Итак, непосредственно к трейду. Точка входа у нас была здесь. Почему? На открытии AMD сильно безоткатно падает, после получает pullback в районе 70%. Это говорит нам о том, что, скорее всего, new low не будет. Далее мы получаем безоткатное движение, и это важно. И наша точка входа сразу ниже предыдущего лоу на ретесте. Стоп ставим 20-25 центов. Мы получаем подтверждающий сигнал. Стоп уже можем переносить в безубыток. Первый таргет находится в районе 20. 20 это синяя линия. Обращаю внимание, что средние скользящие это не линии, это зоны. Не нужно смотреть, как она цент в цент будет отрабатывать, этого не бывает. Так же, как и уровни цент в цент отрабатывают только при определенных ситуациях и в определенных акциях. Итак, на первом таргете мы забираем половину, может быть треть. Далее мы получаем single bar, после него подтверждение, стоп переносим за него, хороший сильный бар. И следующий таргет находится в районе 200. Я закрываю здесь часть, стоп переношу за этот бар. Этот метод называется бар-бай-бар. И этот красный бар выбивает меня полностью из сделки. Отличный, довольно-таки простой трейд. Дальше следующий трейд был в МЮ. Очень похож на предыдущий. Сильное безоткатное движение и такое же сильное безоткатное движение вниз. И вы уже в принципе понимаете, что нужно делать. Сразу за лоу
размещаем свои заявки, заходим, стоп 20-25 центов. Имейте в виду, стоп зависит от торгуемой акции. Он будет варьироваться. Опять же, это приходит с опытом. Мы получаем фэтбар, стоп переносим за него, и это же является безубытком. Мы уже находимся на 30%. Здесь можем пофиксить часть, так как уже 1 к 2 риск юнитов мы прошли. И следующий таргет около 20. Также мы получаем сингл бар, как в AMD. Стоп переносим за него. Фиксим часть. Получаем еще 1 бар. Большой и сильный, но он уже выглядит как завершающий фэтбар. Фэтбары бывают двух вариантов: инициирующий и завершающий. Этот похож на завершающий, и мы заходим в зону 200. Поэтому закрываем здесь, стоп за него, сингл бар красный, стоп переносим за тейл. И здесь меня выбило, потому что я дальше стоп перенес за этот маленький бар, как только его выбили. Все, продолжения не было, и меня здесь полностью закрыло. Тоже довольно простой трейд. И последний на сегодня был в SPY, даже без него. Так. И наш сигнал ко входу был вот здесь. Почему? Опять же, это был хороший уровень предыдущего дня. Мы заходим здесь. Стоп где-то в районе 20 копеек. Как только мы получили хороший фэт-бар, стоп переносим за него. Около 20, опять же, закрываем часть. Получаем сигнал на продолжение. Стоп переношу сюда, за зеленый бар. Рассчитываю увидеть сразу продолжение движения. Если будет обратное, то, вероятно, мы получим попытку на ретест. Дальше пошло движение. На удлинении я закрываю еще часть, переношу стоп за фэтбар. Почему полностью не выхожу? У нас еще достаточно спейса. Поэтому пофиксил только часть. И не забывайте, наш таргет от всего движения базовый где-то в районе 30%. Как раз он приблизительно совпадает с первым нашим таргетом. Дальше 50% тоже совпадает. И теперь следующий таргет в районе 200. Я получаю фэтбар, стоп переношу за него. И вот тут довольно много мы уже прошли. Это приблизительно половина движения от предыдущего. Плюс это 200. И, вероятно, мы будем либо здесь стоять, либо будет какой-то откат небольшой. Может быть какое-то продолжение, но я не стал его ждать и закрылся полностью вот на этом зеленом баре после того, как выбило красный, потому что это была попытка пойти на ретест. Ну да, там в дальнейшем еще был ретест, но это уже не важно. Время обеденное, и нет смысла ждать какого-то сильного продолжения, либо, может быть, каких-то новых сигналов на трейд. В принципе, можно обратить внимание, что от 200 мы получаем был 180, но в обеденное время он не очень хорошо отработал. Тем не менее, если бы я зашел здесь, как только выбили эту красную, стоп перенес за нее, получает 2 свечки, продолжение, переношу стоп в безубыток. И на маленьких свечках, даже не знаю, скорее всего, здесь бы я ничего не закрыл, может быть, бы мне здесь уже выбило. Либо, вероятнее всего, трейд был бы без убыток. Тем более, 20, которая у нас сопротивление. Обращаю внимание, что как SPY двигается по 8, дает сигналы. Также и в шорт. Это нам помогало из истории, потому что мы видим, что по 8 хорошо идет.
И если мы получаем инициирующий сильный бар, то, скорее всего, будут попытки пойти от восьмерки. Так, ну пока на этом все. Спасибо всем и особенно тем, кто досмотрел до конца. Скоро увидимся. Профитных трейдов.